Навидались дел, кто денег хотел, кто золото здесь искал. Времена, когда 100 тысяч человек шли по опасным перевалам в Клондайк, к рекам Аляски, к побережью Берингового моря в надежде обрести состояние, эти дни давно миновали, но следы этой эпохи видны здесь повсюду. В часе с небольшим к востоку от Нома посреди тундры стоят 3 локомотива, которые здесь прозвали «последний поезд в никуда». Это памятник чьим-то несбывшимся мечтам. В начале 20 века предприниматели из Чикаго решили построить железную дорогу, которая должна была связать между собой главные точки добычи золота на полуострове Сьюарт. Вот это та самая железная дорога города Каунсил и Соломоновой реки. 3 локомотива весом 23 тонны каждый были привезены сюда в 1903 году вместе с рельсами, шпалами, домиком для представительства компании и для сотрудников. Но золотая лихорадка скоро начала сходить на нет, и через 3 года проект пришлось остановить. Строители успели проложить всего 56 километров рельсов. В округе осталось много брошенного оборудования, включая несколько огромных золоточерпалок. Как писал один из наблюдателей в те дни, эти механические монстры могли проработать больше грунта за день, чем 1000 золотоискателей, и завершить этот день без боли в спине. А мелкие артефакты оказались в местном музее. Золото продолжают добывать в местных реках и в Беринговом море и в наши дни. Самыми разными способами. Кому что по карману. От больших барж до маленьких лодок с водолазами. Далеко не всем удается разбогатеть. Местный анекдот. Как узнать в Номе золотоискателя? Это будет самый оборванный парень в бае. Жизнь на Аляске недешево. Поэтому многим золотоискателям приходится жить по старинке, в палатках. Рэнди Харпер, портовый грузчик из Портленда, штат Орегон, нырял за золотом с катера в водолазном костюме, но потом решил подойти к делу более основательно. Отпросившись с работы в продолжительный отпуск, он придумал дизайн самоподъемной буровой установки, с помощью которой можно будет добывать золото на глубине. Собрал группу таких же энтузиастов, и вместе они занимаются в порту Нома сбором и сваркой установки для добычи золота. В 80-х мой дед помог разбить лагерь в 20 километрах отсюда, на берегу. И он только об этом и говорил. Так что, когда мои дети выросли и покинули дом, я решил поехать посмотреть, о чем говорил дед. В то время в лагере работали около 500 человек. Дед умер в 97 лет, а я его очень любил. Поэтому я хотел продолжить то, что он начал, и пройти по тому же берегу, где он ходил. На сооружение буровой установки Рэнди пришлось выложить все свои сбережения, накопленные за годы работы грузчиком в ночную смену. Человека приводит в деревню золотоискателей Надежда. Надежда привела сюда всех в дни золотой лихорадки. Надежда на лучшую жизнь, надежда на то, что твои усилия оправдаются, если их направить в правильное русло. Добыча золота для Рэнди – это лишь средство на пути к достижению цели – строительству курортного комплекса. Он считает это типичной американской историей. Отец-одиночка – парень из рабочего класса, которому ничто не может помешать реализовать свою мечту. Пока на месте будущего курорта – тундра. Еще через месяц все здесь покроется голубикой. Невозможно будет пройти по тундре, не испачкав обувь в ягодах. Впрочем, подобный курорт уже существует. За 100 с лишним лет в этих горах было добыто золото на несколько миллиардов долларов. И осталось еще немало. При этом в наши дни не обязательно ставить на карту все в надежде разбогатеть. Туристы могут превратиться в золотоискателей на несколько дней в сравнительно комфортной обстановке. На горе неподалеку от Нома фанерные домики. Лагерь для золотоискателей-любителей. Потомственный золотоискатель Оги Круч, пережив несколько волн золотой лихорадки, решил переквалифицироваться. Мой отец приехал в Фернбэнк с золотоискателем еще во времена Великой депрессии. В 80-х мы начали добывать золото здесь. Как раз после того, как цена поднялась. И мы продолжали, пока она не снизилась до $260 за унцию, и зарабатывать на этом стало сложно. Оги с матерью Бетти открыли курорт, на котором можно вкалывать от рассвета до заката, намывая из ручья золото. Или просто кататься на квадроцикле по окрестным холмам, которые дышат историей. Тут было почтовое отделение, бары и ночлежки. Тут был настоящий город. Здесь можно набрести на полуразвалившуюся хижину золотоискателей начала прошлого века. Заросшее травой оборудование или глубокие шахты на участках, бывшие владельцы которых нажили здесь состояние, включая легендарно богатый участок Карибу Билла. Но сам Оги больше не гоняется за самородками.
Однажды, пройдя через кровь, пот и слезы, я не захотел проходить через это снова. Но я очень люблю Аляску, добычу золота и общение с людьми. И я захотел заниматься этим как-то иначе. Итак, мы основали лагерь приключений для золотоискателей. Золотоискателю выдается лопата и шлюзовая промывочная машина. То есть, по сути, все, чем мы занимаемся, это вымывание грязи. Теперь я, кажется, начинаю понимать, почему золотоискатели жаловались на боль в спине. Если занимаешься этим целый день, вода тут идет как по этажам, промывает это дальше по нескольким фильтрам, и осадок – это в теории наше состояние. Желтое вещество, которое проступает сейчас, это золото. Это все, что мы намыли за сегодня с нашим оператором Александром Берганом. Может быть, не хватит даже заплатить за обед, но говорят, что даже такого количества золота может хватить для того, чтобы заболеть золотой лихорадкой. В начале 20 века в Номе жили более 20 тысяч золотоискателей. Сейчас в городке чуть более 3000 жителей. И оживление всего здесь становится в марте, потому что именно здесь финиширует знаменитая гонка на собачьих упряжках – Идитарод. Но, тем не менее, День независимости США здесь тоже отмечают со всей серьезностью маленького городка. Праздник в Номе начинается с традиционного 18-километрового забега до вершины горы Анвил и обратно. Начинается он в 8 утра, когда гора еще окутана туманом. Но даже в тумане не заблудишься. Практически в любую погоду на вершине виден местный ориентир – Белая Лиса. Это своеобразный памятник холодной войне. Эти 4 гигантские антенны – часть военной системы связи, ласково прозванной «Белая Лиса». То ли в честь актрисы Элис Уайт, то ли это аббревиатура. Именно «Белая Лиса» должна была предупредить американцев о приближении советских бомбардировщиков с атомными бомбами в случае ядерной войны. Систему создали в 50-е годы 20 века, установив более 70 станций по всей Аляске. Задача была не из легких. Территория штата столь огромна, что тут могут поместиться 2 Техаса, 4 Калифорнии или 11 штатов вроде Нью-Йорка. Сейчас, кроме антенн, тут остался лишь щит с предупреждением не заходить на эту территорию, который кто-то использовал в качестве мишени. Участники забега до вот этой вершины, по сути, открывают праздничный парад в честь Дня независимости США. И это только первое состязание. Далее идут забеги по возрастным группам, начиная с тех, кто едва научился ходить, и до 65 и старше. Гонки на велосипедах, включая соревнования на самый медленный проезд. Гонки на ходулях – традиционное состязание хай-кик, где нужно подпрыгнуть и пнуть привязанный мяч, который постепенно поднимает все выше. Те, кто не в самом спортивном настроении, может поучаствовать в конкурсе по поеданию пирогов. Если вам не досталось пирога, у местной пожарной станции раздают бесплатное мороженое. Кстати, в это трудно поверить, но жители Аляски потребляют больше мороженого на душу населения, чем где-либо в Америке. Ну и какой в этих краях праздник без традиционных эскимосских танцев? Кстати, о празднике. Изолированные населенные пункты на Аляске делятся на 3 вида. Мокрые – там, где алкоголь продается свободно, влажные – там, где его нельзя купить, но можно привезти, и сухие – там, где алкоголь запрещен в принципе. Ном – это как раз мокрый населенный пункт. Сюда приезжают развлечься из всех окрестных деревушек. Поэтому периодически подвыпившие гуляки становятся здесь проблемой. Ребята, у вас есть пара баксов? Добро пожаловать в Ном. Наш маленький городок, где живут 3850 человек. Это безумное место. А вот мэр городка Ричард Бенневиль, бывший учитель, актер, экскурсовод и, несомненно, одна из главных достопримечательностей Нома, когда-то приехал сюда именно избавиться от алкогольной зависимости. В январе 1982-го родственники отправили спивающегося артиста на Аляску с билетом в один конец. Я перестал пить 28 лет назад. Я вынужден был это сделать, потому что это стоило мне моей карьеры в Нью-Йорке. И я люблю Нью-Йорк. Не поймите меня неправильно, но это мой мир. И тундра, она просто невероятно живописна. Помимо исполнения церемониальных обязанностей на посту мэра, Ричард водит туристов на экскурсии в тундру. Показывает им мускусных быков, которые спокойно переносят местные суровые зимы благодаря подшерстку. Он в 8 раз теплее овечьей шерсти. И множество местных цветов. Начинал Ричард работу на севере с отдела бытовых товаров в универмаге. И продавал, в частности, морозильные камеры коренному населению Аляски, вспоминая свою бабушку.
Когда я ей дерзил, она грозила мне пальцем и говорила: «Дик, в один прекрасный день ты договоришься до того, что будешь продавать лед эскимосам». И именно этим я и занимался целых 8 лет. Эксцентрик Бенневиль во многом является противоположностью стереотипа сурового первопроходца Аляски. Развлечениям вроде рыбалки или охоты он предпочитает чтение стихов. Я актер, и певец, и танцор, и мне удалось использовать эти таланты. Я гей, что достаточно необычно, хотя не то, чтобы совсем необычно. Люди меня замечательно принимают, особенно коренные народы Аляски. Если ты хороший человек и делаешь хорошие вещи, все с тобой в порядке. И мне хочется думать, что именно это и делаю. Так что моя жизнь изменилась к лучшему. И еще как. Я очень счастлив жить здесь. За время жизни в Номе Ричард поставил 3 десятка спектаклей и мюзиклов. А выражение «Здравствуйте, Центр» — пережиток времени до появления телефонных линий, когда для связи требовалась помощь оператора, универсальным. В изменении климата и появлении в районе Нома первых круизных кораблей Ричард видит большие перспективы и мечтает, чтобы в его маленьком городке был построен глубоководный порт для судов, которые идут через Берингов пролив. Это наше будущее. В каком-то смысле мир идет к нам сюда. В один прекрасный день Ричард, может быть, соберется переехать на Гавайи, где потеплее. Но пока он продолжает выступать. Ухаживает за своими клумбами, а в будущем планирует вновь поучаствовать в выборах на пост мэра. Голосуйте за Бенневиля! Несколько лет назад Приполярный совет народов Арктики объявил глобальное потепление одной из главных угроз для коренного населения. Вот, например, рыбацкий поселок Теллер. В начале 20 века через него прошли тысячи золотоискателей. В наши дни тут живут менее 300 инупиатов, которые по-прежнему ловят и коптят рыбу, как будто тут и не было никогда нашествия предприимчивых белых поселенцев. Поселок расположен на узкой прибрежной косе, которую постоянно размывает вода. Все, что отделяет дома от моря, это вот эта стена, собранная из абы чего. Из дерева, из гравия, из каких-то старых проржавевших машин, из сеток. Но опасность наводнения стала практически ежегодной. Во время осенних дождей прибрежные дороги здесь затапливает. Эрозия, по сути, разделила Теллер на 2 части. В 1974 году после наводнения часть жителей была вынуждена эвакуироваться и переселиться на новый участок, подальше от берега. Все это было скрыто под водой. Ее было 1 метр с лишним. Кладбище Теллера теперь на краю обрыва. Некоторым местным жителям приходится просить разрешения суда, чтобы перенести останки близких в место, менее подверженное эрозии. Весь Теллер давно пора перенести выше, но таких прибрежных деревень на Аляске более 30, а стоимость проекта столь высока, что прогресса пока не наблюдается. Это обойдется в миллионы, может сотни миллионов или больше. Мы могли бы строить 1-2 дома в год, но такими темпами это займет лет 80. Но мы адаптировались на протяжении 10 тысяч лет, так что мы будем адаптироваться и следующие 10 тысяч. Зимой снег отрезает Теллер от внешнего мира. До Нома, расположенного в 100 километрах отсюда, можно добраться лишь на снегоходе. На случай поломки вдоль дороги построены несколько домишек-убежищ, где можно укрыться от ветра. Самым надежным способом транспортировки считается авиация. Аляска – это огромный штат, но живут здесь всего 740 тысяч человек, и до 80% территории можно добраться лишь по воздуху. Поэтому без маленьких самолетов многие поселки оказались бы изолированными. Практически в каждом поселке есть взлетно-посадочная полоса. Иногда это всего лишь какие-то 200 метров гравиевой дорожки, а в некоторых поселках взлетно-посадочную полосу приходится выстраивать каждый год на льду. Аляска занимает 1-е место по числу пилотов на душу населения, в 3 раза больше, чем следующий штат. Таежные пилоты – это местные герои. Это глухомань, и большие расстояния между этими местами в глухомани, где нет абсолютно ничего, кроме комаров. У нас есть спасательное оборудование и еда на 8 дней, на случай, если нам придется вынужденно приземлиться где-то и выживать. Все это в вертолете, в том числе и рыболовные сети, если понадобится добывать пропитание, пока нас кто-нибудь не обнаружит.
Если что-то действительно происходит, шансы не в твою пользу. Поэтому главный элемент спасательного оборудования, который у меня есть, это спутниковый телефон. С него можно позвонить откуда угодно. В 2008 году Сара Пейлин, кандидат в вице-президента США от республиканской партии, стала предметом насмешек, когда аргументировала свою компетентность в вопросах внешней политики тем, что из своего дома на Аляске она видит Россию. Из городка Васила Россию не видно совершенно точно, мы там были и смотрели. Но зато Россию видно с острова, который называется Малый Диамид. Это территория США, которая находится на расстоянии менее 4 километров от Большого Диамида. Он же остров Ратманово, самой восточной точки России. Раньше до Малого Диамида летали зимой самолеты и садились на лед. В последние годы лед стал тоньше, и туда можно долететь только вертолетом из Нома. Бывший пилот ВМС США Майк Кутыба уже 8 лет летает туда дважды в неделю, если погода позволяет. На американском острове находится поселок Инупиатов-Диамид, или на местном наречии Иналик. Сейчас в нем живут около 80 человек. Весь островок чуть больше 7 квадратных километров. Состоит он в основном из гранита и кварца, тут почти ничего не растет и ровной поверхности всего ничего. Собственно, место, где расположен поселок. С российского острова коренное население давно переселили на материковую часть. На Большом Диамиде находится военная база. Мы следим за ними 24 часа в сутки, а они следят за нами 24 часа в сутки. Раньше у нас была военная часть, но молодежь больше не хочет этим заниматься. Между островами проходит государственная граница США и России и линия перемены дат. То есть, если плыть с Малого Диамида на Большой, за несколько минут можно приплыть в завтрашний день. Правда, делать это не рекомендуется. Мы получаем предупреждение, слышим выстрелы, бум-бум-бум. Жизнь на Малом Диамиде мало изменилась за последние несколько сотен лет. Тут ни дорог, ни автомобилей, ни канализации. Хотя работает интернет. Если жить традиционным укладом, на Диамиде тебе не нужны деньги. Тут есть все, кроме сахара и кофе. Море — наш продуктовый магазин. Пилот не задерживается на острове. Погода тут меняется быстро. Разгружая вертолет, он не выключает двигатель, чтобы не застрять. Но его с механиком Саймоном тут всегда ждет теплый прием. В этих краях говорят, что жизнь начинается в 40. Правда, речь идет не о возрасте, а о 40 градусах тепла по Фаренгейту или 4 градусах тепла по Цельсию. К сожалению, вместе с более симпатичными обитателями тундры тут просыпается и мошкара. Поскольку людей здесь мало, комары и гнус достает в основном северных оленей, которые спасаются от них на снегу. Кстати, несмотря на то, что стада оленей, завезенных в начале 20 века с Чукотки, спокойно разгуливают по холмам, у них есть хозяева. Проработав всю жизнь электриком, по выходе на пенсию Брюс Дэвис решил стать оленеводом, как его отец. В прошлом году у него в загоне было всего 40 оленей, но со временем он надеется довести поголовье до 3-4 тысяч. Это занимает больше времени, чем я думал. У нас было много снега прошлой зимой, и примерно в декабре я уже не успевал расчищать вход, потому что надо было выпускать их на пастбище каждый день. Я просто открыл дверь загона и дал им уйти. Теперь за одичавшими оленями надо гоняться часами по окрестным холмам на квадроцикле или снегоходе. Как выясняется, в этих краях опасностью для стада считаются не только волки и медведи, но и родственники северных оленей – карибу. Они приходят и уводят оленей, и когда они мигрируют назад на север, олени уходят вместе с карибу. Оленеводы продают мясо и рога, но дело не только в заработке. Прежде всего, это традиция. Это гарантированный источник пищи для нашего региона. Правда, один олень является исключением. Семья Дэвис, которая приютила эту малышку, назвала ее Брауни. Теперь она спокойно бегает по двору и, кажется, давно уже не считает себя оленем, спокойно общается с местными собаками и с людьми. Оленеводство фигурировало как особый талант в анкете местной королевы красоты – 19-летней Лизы Линч. Конкурс тут тоже особый. Вместо вечерних платьев участницы демонстрируют традиционную одежду. Лиза решила принять участие в конкурсе в надежде получить стипендию в колледж. Но она собирается быть не оленеводом.
а египтологом. Через 5 лет я хочу получить степень магистра по египтологии и археологии. Это будет во Франции или в Англии. И через 10 лет буду писать докторскую диссертацию по антропологии и лингвистической антропологии. Лиза знает 5 языков – английский, французский, китайский, итальянский, испанский, но признает, что практически не владеет родным инупиаком. Я учусь в Италии, и в Европе все говорят на своих языках. Но проблема в том, что наш язык у нас отняли, и дома практически никто не говорит свободно на инупиаке. Редко можно услышать, как вся семья на нем разговаривает. В Италии все говорят на своих диалектах – сицилианском, неаполитанском. А меня, когда я представлялась эскимоской, спрашивали: «Ты говоришь на вашем языке?» «Нет». И они говорили: «Тогда ты не настоящая эскимоска». Во времена золотоискателей в Номе было 2 церкви и 75 баров. Сейчас баров гораздо меньше, зато появились местечки для эстетов и гурманов. Помещение сэндвичной Subway вполне стандартное, но вид на Берингово море бесценен. С утра очередь за кофе в местном кафе выстраивается, как на Манхэттене. И тут тоже есть американо, капучино, мока, чай-латте, макьято, фраппучино, яблочный сидр и холодный чай. А еще тут есть маленькая пекарня-ресторан, где можно заказать крабовый сэндвич или пиццу с палтусом. И как это часто бывает на Аляске, у его владелицы Эрики Признон интересная история. Много лет она была юристом, возглавляющим местную коллегию адвокатов, пока не решила, что ее призвание – это выпечка и блюда из местных свежих морепродуктов. Люди скептически воспринимают любой новый бизнес. У меня были друзья, которые считали, что все получится. А некоторые без обиняков говорили: «Я желаю тебе удачи, но не думаю, что это будет успех». И то, что мои друзья-скептики сегодня являются моими клиентами, это особенно приятно. Удивительно, но в маленьком городке, где все друг друга знают, в ресторанчике появляются новые лица. Когда я работала в суде, там ты видишь одних людей. А когда я открыл ресторан, я начала видеть совсем других людей, потому что люди, которые приходят в суд, это совсем не обязательно те, кто захочет зайти и купить печенье. Так что иногда я встречаю незнакомых людей и думаю: наверное, это приезжие. И мне нравится, когда оказывается, что они здесь живут, но я их еще не встречала. Это все еще случается. В местных погодных условиях, от которых много чего ломается, а запчасти далеко, механик – лучший друг человека. Саймон Риджвей приехал в Ном 9 лет назад. У всех, кто работает здесь, есть история. Многие мечтали попасть сюда, всегда хотели приехать посмотреть на Аляску. И, скажем, врачи и медсестры получают возможность посмотреть на Аляску и еще получить за это деньги. Еще тут закаты и люди в окрестных деревнях, у которых невероятные истории. Просто люди, которых ты здесь встречаешь с историями о том, как они сюда попали. Саймон любит собак и собачьи упряжки. А еще он любит собирать морское стекло, которое волны выносят на берег Берингового моря, и создавать из него причудливые фигурки. Ящериц, цветы, даже маяк, который загорается, если нажать на кнопку. Мое золото — это морское стекло. Некоторые занимаются на пляже добычей золота. Я пытался делать это несколько раз. Добыча небольшого количества золота требует много работы, и потом болит спина и мерзнут пальцы. Так что я прихожу на пляж, чтобы развести костер, поджарить гамбургеры и сосиски. Это гораздо веселее. Маленький Ном – это буквально метрополия для 20 окрестных поселков, добраться до которых можно только по воздуху. Но некоторые местные жители выбираются и дальше. К примеру, Райан Уоллер, пилот компании Bering Air, регулярно летает в Россию. Это так близко, всего в часе лета. Все настолько иное. Земля очень похожа. Разница в том, как люди делают дела. Правительства разные. Наверное, нечестно сравнивать с Провидением, потому что он очень старый. Серые старые бетонные дома многоэтажки, в то время как тут все живут в частных домах. Цвета отличаются. Как правило, там старые постройки времен коммунизма, все одного цвета. Но это меняется. У них появляются новые цвета. Райан говорит, что ему нравится жить в Номе. В маленьком городке больше друзей. Те, кто не любит охоту, сам он, например, вегетарианец, всегда может пойти собирать ягоды. Мы любим Аляску. Для моей жены и для меня переезд сюда был приключением. Мне немного жаль своих детей, потому что переезд на Аляску — это уже идеальное приключение. Я не знаю, где они смогут найти что-то лучшее. Не шлите мне глупых и слабых, тех шлите, кто в здравом уме, готовых для яростной битвы, бесстрашных и сильных людей,
таких, кто по лезвию бритвы идти будет к цели своей.